Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю мазурек с карамелью, орехами и изюмом. Это традиционный польский пасхальный пирог. Нежная песочная основа и насыщенная карамельная начинка с хрустящими орехами и сочным изюмом. Это идеальное сочетание. Готовится легко, а в результате настоящий праздник вкуса. Для приготовления теста мне понадобится смешаю в миске жидкие ингредиенты. Добавляю 1 целое яйцо и 2 желтка. Добавляю сметану и 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Перемешиваю. Я использую яйца среднего размера. Вес яйца со скорлупой примерно 55 граммов. Просеиваю в миску муку и разрыхлитель для теста. Добавляю соль и сахар. Перемешиваю. И теперь на крупной терке натираю сливочное масло. Периодически его буду перемешивать с мукой. Перетираю масло с мукой до получения однородной крошки. И теперь добавляю жидкие ингредиенты. Замешиваю тесто. Песочное тесто не любит долгого вымешивания, поэтому быстро все собираем в один целый ком. В итоге получается вот такое очень нежное, мягкое песочное тесто. Закрываю его пленкой и отправлю в холодильник минут на 15. Я подготовила противень размер 34 на 24 сантиметра. Выстелила его пергаментной бумагой. Тесто разделю на 2 неравные части. Из 1/3 я буду делать бортики для пирога, а большую часть раскатаю в прямоугольный пласт по размеру моего противня. Раскатывать буду прямо на пергаментной бумаге. Слегка ее присыпаю мукой, выкладываю тесто, также слегка присыпаю мукой и раскатываю. Переношу пласт теста в форму. И теперь из оставшегося кусочка теста делаю бортики. Раскатываю вот такие валики теста и выкладываю их в форму. Прижимаю по краю. Я сформировала вот такие бортики и теперь сделаю небольшой рисунок при помощи обычной чайной ложки. Просто вот таким образом продавливаю тесто. Получился вот такой рисунок. И теперь само тесто я прокалываю вилкой, чтобы оно не вздулось во время выпечки. Отправляю основу выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки без конвекции. Основа для пирога испеклась. Тесто красиво подрумянилось. И сейчас основу оставляем остывать в форме. Не надо ее извлекать, пока она не остынет, чтобы не сломалась. Когда основа остыла, достаю ее из формы. Перекладываю сразу на тарелку, на которой буду подавать пирог. Для приготовления сливочной карамели мне понадобится и также в карамель я буду добавлять грецкие орехи и изюм. Орехи я предварительно обсушила в духовке при температуре 170 градусов примерно 10 минут. Орехи порежу средними кусочками. Изюм, кстати, я не замачивала, он натянется влагой от карамели. Но если вы хотите, его предварительно можно замочить. Кстати, вместо грецких орехов вы можете использовать и любые другие, какие вам нравятся. Для приготовления карамели лучше всего использовать сотейник с высокими бортиками, так как когда будем добавлять сливки в сотейник, будет такое очень активное шипение. Всыпаю в сотейник сахар
Жду, когда он расплавится и начнет образовываться карамель. В это время я слегка подогрею сливки. Не надо их кипятить, просто немного прогреть, чтобы они были теплыми. Я это буду делать в микроволновке. Сливочное масло также должно быть комнатной температуры, мягкое. Сахар понемногу начинает плавиться. Я сотейник вот таким образом немного поворачиваю. Здесь самое важное не перепалить карамель, чтобы она не получилась горькой. Ждем, когда весь сахар расплавится и станет красивого янтарного цвета. Посмотрите сейчас, какой получается цвет у карамели. Он меня вполне устраивает. Огонь обязательно надо сделать тише. И я вливаю в карамель сливки. Надо это делать очень аккуратно, так как начнется очень активное шипение. И быстро перемешиваю. Плиту я выключаю, добавляю соль и добавляю сливочное масло. Перемешиваю до однородности. Получилась вот такая очень красивая сливочная карамель. Добавляю в нее порубленные орехи и изюм. Перемешиваю. Выливаю карамель сверху на песочную основу и разравниваю. По желанию пирог можно сверху украсить. Я буду использовать миндальные лепестки. В середину выкладываю цукаты. Для украшения можно также использовать различные посыпки. Я сделаю такой небольшой бордюрчик. Пирог отправлю в холодильник, чтобы карамель немного застыла. Невероятно нежный сливочный вкус карамели с хрустящими орехами и изюмом. И нежное рассыпчатое песочное тесто. Это просто невероятное сочетание. Очень вкусно. Рекомендую приготовить и попробовать. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук. Позитивная кухня. Всем пока!